Друзья, у нас в гостях сегодня в студии Юрий Косач, человек, которому точно есть что рассказать о безумной репрессивной машине в Беларуси. Юрий, мы с вами вот до того, как сесть сюда в кадр, поговорили о том, что вы были задержаны, отбывали некоторое время, сутки в СИЗО на Окрестино. Да, именно так оно и было. Только это называется не отбыванием, это называется нахождение под долгой изнурительной пыткой. Вот это у нас мы очень часто можем прочитать какие-то статьи, рассказы людей. Очень здорово, когда человек может говорить открыто на камеру, что происходило. Вот когда вы говорите о том, что это была изнурительная пытка на Окрестино, может быть, есть какие-то примеры, где вас задержали? Вот и момент, когда вас доставили на Окрестино, и что там происходило? Я сам не минчанин, это Новополоцк, поэтому улицу точно назвать не могу, но это что-то недалеко или близко от площади правительства, вокзал, там вот этих зданий. Ну, все банально, незнакомые люди сильно заломали руки сзади, надели наручники, поставили возле стены, кинули в машину и увезли. Там метелило дикое дубинами всего, что было не в бакалаврах. Любой гражданин получал свое, кидался в комнату там, для 5, 6 или 10 человек, ну, короче, наваливали навалом. Ну и метелили. То бишь машина такова. Есть мясо, из мяса сделаем котлету и похвастаем всем остальным, что котлеты получились удачные. Из нас сделали котлету, ну а потом 5 суток эта котлета доходила. Доходила как? Без еды, без воды, без лекарств, без ничего. Только одно могли услышать в качестве специи. Вы сдохнете. Сдохнете от побоев. Не сдохнете от побоев, тогда от инфекции. Нет инфекции, тогда от чего-нибудь еще. В ответ толком можно молчать. Скажите, пожалуйста, а в какие числа это было? Это мы говорим про 9-11, вот эти вот числа. Это ночь, с 9 на 10 августа. Вот это лютые ночи вот эти. Насколько известно мне, вот вас из Окрестина не просто отпустили, а отправили куда-то под Слуцк. Да. Что это за история, Юрий? Потому что сейчас в СМИ всплывает информация о том, что под Слуцком какой-то в лесу прям концлагерь построенный. Если вы были там, расскажите, что это и что вы там видели? Билетом туда является нахождение и состояние котлеты, которую сначала выкинут во двор, поставят головой вниз, где там все в крови, в костях, в зубах, я не знаю в чем, и ты будешь стоять там на коленях, ну, часов, может быть, 5, не зная, что с тобой сделают. Потом юноши, годящиеся себя, наверное, все-таки в сыновья, мне 56, я думаю, что в сыновья, да, метнут тебя в автозак, в котором есть мягкие стулья, но на которых ты не сядешь. А ты будешь сидеть на заднице на каком-то полу, и тебе повезут неизвестно куда со словами «Здесь для вас была конфетка, классно, вы здесь отдохнули, а вас ждет настоящая жесть». И в голове ты думаешь, что может быть хуже Окрестина ЦИПа. То бишь в моей голове ничего не было такого. Тебя завозят в лес, где ты видишь вышки с солдатами, которые стоят с боевым оружием. Тебя выкидывают к собакам, к солдатам с боевым оружием. То бишь отличная позиция вспомнить кинофильм о действиях подпольщиков где-нибудь в Беларуси или на Украине. Их там тоже так свозили. Сначала в голове, конечно же, шум, паника и неизвестно, что с тобой будет. Да, нас потом немного успокоили эти военные. Но я вам скажу так, первые минуты в голове вышки, пулеметы, автоматы, собаки, люди опять в бакалаврах. То бишь до этого нас метелил ОМОН, а сейчас мы не знали, что с нами сделают люди с боевым оружием. Вот позиция такова. Я часто был на футбольных матчах и могу оценивать любое помещение по количеству вмещаемых людей. Или будет это улица и свободная позиция. Я скажу так, место
там могло бы спокойно вместить в себя 50-70 тысяч человек. И смотря, как они подготовились к этому, я вам четко могу сказать, чтобы они бы и вместили их. То бишь, когда нас туда закинули, разместили по помещениям, там были специальные обученные люди, которые, скажем так, как в Великую Отечественную войну на лошадях с телегой имели сколько угодно колючей проволоки, свежих кольев, и они делали заграждение мгновенно для любого количества людей, чтобы, загнать их за колючку. Для нас за 15 минут 300 человек одни нас обнесли колючкой, то бишь это было помещение, где можно было там жить. Хотя как назвать это жизнью? Подождите, это лес. Мы говорим о том, что это где-то в лесу, стоят вышки. Территория огорожена или просто помещение? Железобетонный забор, который дальше с фильтрационным, с лазейкой сделанный деревянный следующий забор. То бишь, понимаете, одна часть железобетон, вторая часть деревянная. Да. Ага. Все это высотой, я думаю, 3,5 метра, где-то так. Вышки метров под 6. На вышках, как положено, солдаты с боевым, похоже, оружием. Потому что те солдаты, которые нас втыкали в эту стену, точно были с боевым оружием. И собаки, конечно же, настоящие. Вас привезли туда 300 человек. Там же кроме вас были еще какие-то люди? Или это вы первыми, кто туда попал вообще? Люди уже находились, но я вам скажу так. Я почти точное количество могу людей называть. Нам всем давали подписать какую-то бумажку, и они об этом объявляли. 298 человек подписало бумажку, 15 уголовников, которых поймали, и они считались уголовниками, и их вывели в какую-то степень или касту. И 12 человек, которые не подписали ту бумажку, потому что, не подписали, и все. И я тоже ее не подписал. Вы не подписывали. Что было в той бумаге? Некий очень любитель издеваться над людьми в погонах подполковника, в милицейской одежде, с животом неестественно большим, захотел нам читать лекцию о свободе. И они нам сказали так: вы хотели свободных выборов? Вам там ямы готовы. Хотите, не подписывайте, и будете свободными. Скажу честно, конечно, было ужасно. Но его слова, завели. Я сказал, я не подпишу. То бишь, человек кидает вызов сотням только потому, что у него звание подполковника. Он обязан защищать. Но он бросает вызов, объясняя им, что нет закона здесь, его не было и никогда не будет. Юрий, откровенно, когда это слушаешь, это вообще не укладывается в голове, потому что это какие-то киношные сцены из страшного прошлого. Это я не к тому, что я не верю в то, что вы говорите. Вообще сейчас поверить можно в абсолютно любое зверство. Скажите, пожалуйста, как так получилось, на ваш взгляд, почему об этом так мало говорится в СМИ, если там было действительно больше 300 человек? Больше 300 человек, которые там находились. Угрожали о том, что если расскажете, вам не жить. Как вам оттуда удалось выбраться? Что это было? Вас там продержали сколько-то и отпустили? Как это происходило? Кто не подписывает документ, становится особняком. Ему объясняют, что с тобой будут заниматься. Нам сказали так: вам понравился Крестина, мы вам возвратим это удовольствие. Вы искушаете его сполна по новой. Стояли, ждали ночи, кинули в подвал. То бишь, их называется ШИЗО или что-то связанное такое. Низкие потолки, холодно, плохо. День, ночь мы там находились. На следующий день приезжают люди на автозаке и говорят: что ж, вы сами хотели своей участи. Едем получать удовольствие на Крестина. И вас оттуда повезли на Крестина опять? Да, кинули в стакан и повезли туда. Уголовники ехали вместе с нами. Уголовники, вы говорите, это о тех, кого тоже задержали на улицах и им шили уголовные дела, либо это реальные преступники какие-то? Итак, была позиция.
фильтрация людей. Хватали, я понимаю, всех по плану. Было назначено количество голов. Я думаю, что так. Поэтому в количество голов попали люди, которые имели судимости. И их судимости пробили, и их отсеяли, потому что вот там судимостей было очень много. И все. Нас увозят дальше на кресте, там высаживают. Там, где я стоял на коленях, только уже я не на коленях, мне позволено стоять. И сказали, подписывайте документ, потому что мы сейчас будем с вами заниматься, и вы все равно его подпишете. Вы не вынесете этого. Никто не подписал. И вас оставили на Крестина еще? Да, сказали, ну что ж, готовьтесь, заходите в ваши помещения, где вы жили. Извините, вас было 12 человек, которые не подписали. Я вот это то, что вы говорили. А те, кто подписал, они остались там на месте, вот под Слуцком в этих лесах, или их, или их отпустили сразу? Как? Подписываешь, уходишь. Там, прям до свидания в лес. Да, до свидания в лес. Но там были интересная схема. волонтеры, конечно же, они не остались без защиты, им помогли и домой попасть. И потом многие люди знакомые, мы обменивались телефонами, общались. Им было все-таки боязно за нас, тех, кто остался, и они нам звонили. Скажите, пожалуйста, вот еще вопрос про это само место, там вот про помещение, которое вы говорите, понятно, там заборы, есть помещение, полуподвальное помещение, куда вас там бросили, а когда вы говорите, там стоят здания, что, на что это похоже? Это казармы, что это? Это просто какие-то комнаты, камеры 2 на 2 метра, как это выглядит? До того, скажем так, когда сняли наручники, военный подошел один к нам и объявил, скажем так, голосом, который слышали все. Люди, вас здесь бить, пытать больше никто не будет. Я вам это обещаю. Мы создадим вам условия человеческие. Вы находитесь на территории ЛТП. ЛТП — это что-то такое связано с алкоголизмом, я так понимаю, которое подчинено слуцкому чему-то. Если себя вы ведете адекватно, вы получите еду, теплую воду, постель. Большое спасибо за то, что рассказали, как есть оно на самом деле. Спасибо за вашу смелость.